Очень рада вас видеть, приветствовать. И сегодня мы еще раз встречаемся с Владимиром Георгиевичем. Я уже не буду, наверное, тратить время на его представление. Просто хочу поблагодарить за то, что целых 3 вечера в эти осенние и зимние вечера он посвятил нам. И мы провели, я надеюсь, проведем сегодняшний вечер вместе с ним с большим удовольствием и пользой. Спасибо вам большое. А еще, конечно, в преддверии Нового года хочу подарить Владимиру Георгиевичу наш календарик, необычный такой календарь. Ну, он в формате модном сейчас таких комиксов. Называется «Супергерои науки». Если кому-то интересно, в нашем магазине еще есть такие календари. Это реклама, да, была? Понятно. Ну, такая, так, скрытая такая реклама, да. Но он необычный, правда, он интересный. Правда. Что еще хочу сказать? Про Новый год сказала, да, значит, 22 декабря у нас зимнее солнцестояние, начало зимы, прекрасная дата и события. И, наконец, на этой неделе Российская академия наук, наконец, еще раз повторю, объявила лженауку, астрологию, лженаукой. Но астрологи только рады этому. Да, это тоже реклама. Конечно. Вот. Мы долго к этому шли и добивались, и, в общем, разные комиссии были по борьбе с лженаукой. Мы по мере своих сил тоже принимаем участие, ну, вот таким образом, да, мы не боремся с ней там шашками, а мы вот даем настоящую науку. Ну, и я хочу сказать, что Владимир Георгиевич еще в 2007 году написал книжку «Астрология и наука». Очень хорошую. Вот если кто еще не читал, где все разложено по полочкам, что хорошего, что плохого, как вообще к этому относиться. Поэтому вот есть повод вспомнить, и я надеюсь, что я вам этот повод еще раз напомнила. Ну, а еще, позвольте 2 минуты, буквально. Будущий год у нас юбилейный, планетарию Московскому 95 лет. 90 лет нашим кружкам. То есть у нас прям такой юбилейный год. И мы этот год посвящаем здесь на трибуне ученых великим астрономическим открытиям. Вот есть такое словосочетание «великие географические открытия», а мы решили вот сделать вот великие астрономические открытия, они не менее великие, не менее значимые. И, наверное, в отличие от географических, астрономические продолжаются практически каждый день. Мы знаем что-то новое. И думаю, что вот эта наша новая тема будет интересна, полезна. И первая же лекция из этого цикла состоится 31 января. Она будет называться «Открытие нейтронных звезд». Прочитает Антон Бирюков. Но об этом вы узнаете из наших всех информационных ресурсах. На сайте смотрите и запоминайте. Ну а сейчас я даю слово, Владимир Георгиевич, вам. Спасибо. Спасибо. Ну, тема сложная. Мы много знаем об эволюции звезд и чуть-чуть даже об эволюции галактик, но мы не знаем почти ничего о происхождении звезд и галактик. Поэтому то, что я буду рассказывать, это вокруг да около. Точных представлений о рождении звезд и тем более галактик у нас пока нет. Но подбираемся к этому. Например, полвека назад мы вообще не представляли себе почти ничего об эволюции звезд. Ну, то есть вообще по-иному думали. Сегодня знаем как. Но как рождаются звезды, и тем более галактики, это еще надо будет работать и работать. Но хоть что-то потихонечку проявляется. Я сегодня новый кликер решил использовать. Он такой крутой, но если буду ошибаться, простите. Кнопки не там. Состав Вселенной довольно печальный. 3/4 невидимого вещества, ну, 2/3 темной энергии, четверть темной материи и совсем немножечко... вот я уже и забыл, да. Где-то у меня... видите, стрелочка бегает. Вот. Совсем немного того вещества, из которого состоят звезды, планеты, галактики, мы с вами. То есть, так, я закрываю, да, вам? А давайте я вот здесь вот встану. А тогда мне удобнее даже. Видно? Хорошо. А я достаточно мало. Так что не сильно закрываю. Хорошо. Но, тем не менее, именно эта малая часть, 5% нашей Вселенной, нас интересует, потому что все, и Солнце, и звезды, и планеты, это то, на чем мы живем, Солнце нас освещает,
обогревает, и нам это интересно. Когда-нибудь разберемся и с темной материей, темной энергией, конечно. Пока интересно понять вот эти 5% Вселенной, барионного вещества, то есть протоны, нейтроны, электроны, наша таблица Менделеева. Солнце важная часть, это наша жизнь, но оно и опасное, потому что оно очень большое, и внутри Солнечной системы оно доминирует по массе, по энергетике, абсолютный рекордсмен. И все остальное, на чем мы живем и когда-нибудь, может быть, будем жить, это все малая часть. Как родилось Солнце? Нам бы хотелось знать, как оно родилось, сколько будет жить, когда умрет и какие перспективы в нашей жизни на Земле. Мы наблюдаем окружающие звезды, пытаясь выяснить какие-то перспективы, эволюционные перспективы нашей собственной звезды. На Солнце мы смотрим несколько тысяч лет, ну вот история человечества письменная, оно не меняется, понять, как оно, откуда взялось и куда уйдет, непонятно. Вокруг нас есть хорошо изученные звезды, вот это ближайшие к нам, и они приблизительно ровесники Солнца. Но когда мы смотрим вдаль, мы убеждаемся, что есть звезды типа Солнца, то есть с возрастом, да, трудно этой штукой управлять, сейчас найду, вот она, с возрастом примерно миллиарды лет, это наше Солнце и наши соседи. Есть гораздо более старые звезды, звезды голов галактики, шаровых скоплений и так далее. Есть очень молодые. И пытаясь понять, как рождаются звезды, конечно, в первую очередь мы смотрим на молодые, на формирующиеся, а может быть, мы увидим, как они рождались, откуда брались, и это было бы интересно. Рождаться что-то может только из предыдущего вещества. Очевидно, звезды должны были иметь какое-то предшествующее вещество. Мы его давно уже обнаружили. Это межзвездное, и довольно хорошо понимаем, откуда они. Даже глядя на Солнце, мы видим, как оно теряет со своей поверхности в небольшом количестве, но постоянно разреженную плазму. То, что вот красота, вот эта солнечная корона, это не что иное, как истекающее с поверхности Солнца вещество, и все звезды примерно так же себя ведут, а некоторые намного активнее теряют вещество. И это вещество, которое заполняет пространство между звездами, и есть надежда, что именно из него рождаются следующие поколения. Вот какая красота. Это более или менее понятный процесс. Звезды существующие, часть своего вещества отдают следующим поколениям. Некоторые отдают его в виде взрыва. Это массивные звезды, заканчивая свою эволюцию, они просто 2/3 своей массы в виде взрыва сбрасывают. Это остаток взрыва звезды, который, я надеюсь, мы юбилей планетария справим, а потом будем тысячелетие вот этого вот явления справлять. В 1054 году на небе Земли появилась яркая звезда, потом она погасла, но теперь мы на этом месте в созвездии Телец видим замечательные разлетающиеся остатки этого взрыва. 1054 год. Надеюсь, мы это с вами... Совсем немного осталось, да, увидим, чем дело кончится. Вернее так, тысячелетие отметим. Но есть места, где вот эти сброшенные, потерянные звездами части их тела сконденсировались в огромные туманности. Ну, мы их называем туманности, небула, можно как угодно называть, но понимаем, что это первородное вещество, из которого следующие поколения звезд будут рождаться или уже рождаются. Причем есть туманности светящиеся, эмиссионные. Они излучают свет, их хорошо видно. А на их фоне иногда видны такие вот темные клочочки, которые на первый взгляд кажутся просто отсутствием вещества. Но это не так. Это наоборот, самые плотные части туманностей, которые не прогреты окружающим звездным светом. Вот звезды, которые прогревают разреженный газ, нагревают его, он светится, а сюда их свет не поступает, потому что это очень плотные газовые фрагменты. Ну, вот вы видите, они темненькие здесь. И они-то как раз в первую очередь нас интересуют. Раз там газ сконцентрировался, значит, ему судьба велит постепенно превращаться в более плотные объекты, то есть звезды. Наиболее плотные были открыты американским астрономом Барнардом. Он был просто наблюдатель и заметил такие черные плотные клочки на фоне
Млечного Пути. А другой американский астроном, он работал в основном в Австралии, был директором обсерватории, Барт Бок, он собрал данные об этих темных клочках, и мы их с тех пор называем глобулы Бока. Глобулы, то есть очень маленькие, плотные, такие конкретные облачка, которые, наверное, предшествуют рождению звезд, только как туда заглянуть? Там газ и перемешанная с газом межпланетная пыль. Газ прозрачный. Вот мы с вами видим друг друга, и, значит, газ прозрачный. Даже при такой плотности, как в этой комнате. Там он намного менее плотный. Но если бы кто-нибудь сейчас пришел и какой-нибудь пыльный ковер тут вытряхнул, то пыль сделала бы это помещение непрозрачным на некоторое время. Также точно пылинки, мелкие и твердые частицы, внедренные в газ, они тут поглощают полностью свет, мы не видим за этим облаком ничего, дальний фон, и внутри него не видим ничего, и только догадываемся, что там что-то должно происходить. Догадывались об этом довольно давно. Еще Исаак Ньютон, когда придумал свою теорию гравитации всемирной, он на вопрос коллег, что происходит во Вселенной, откуда берутся звезды, он довольно точно сказал, но не написал. Вернее так, написал в письме своим коллегам, что, ну, понятно, если мир заполнен однородным веществом, то так жизнь не бывает. Всегда оно где-то поплотнее, где-то поразреженнее. И, наверное, там, где поплотнее, гравитация его в конце концов соберет в маленькие комочки. Это и будут звезды. То есть намек-то был сделан Боком, вернее, Ньютоном. А точную теорию того, что мы сегодня называем гравитационная неустойчивость вещества, то есть распад на отдельные части, в начале 20 века развил английский физик, теперь мы его называем астрофизиком, но вообще просто физик хороший, Джеймс Джинс, и он впервые построил теорию звуковых волн с учетом гравитации. Тем, кто физику любит, я в 2 словах это объясню. Если у вас есть какое-то облако, то у него есть 2 возможности сжиматься. Вот сейчас я говорю, здесь у моих губ сжимается воздух. И эта волна сжатия бежит к вам, вы слышите меня. Это звуковая волна. Гравитация никак с ней не справится, потому что упругость воздуха довольно велика. Но если облако большое-пребольшое, то масса у него огромная, и попытавшись пустить в нем звуковую волну, мы можем добиться того, что оно сожмется и уже не разожмется. Уже упругости газа не хватит, чтобы победить гравитацию. И тогда оно начнет сжиматься и превратиться в звезду. Ну вот формулы простые, школьные, не будем их расшифровывать. И Джинс приблизительно оценил, какие параметры межзвездных облаков нужны, чтобы образовывались звезды. Оценил, но в ту пору, когда он работал, кроме облаков горячего газа, эмиссионных туманностей, вот туманность Ориона, например, астрономы ничего больше не знали. Вот тут стул есть. Ладно. И в 20-е годы, когда он работал, было только представление о горячей, разреженной межзвездной среде. То есть вот об этом мы ее сегодня называем, где же она, вот она, теплой межзвездной средой, потому что позже нашлась еще более горячая. Теплая межзвездная среда – это порядка 10 тысяч кельвинов, горячий, в общем, газ. И в нем могут гравитационно формироваться только огромные объекты с массой сотни миллионов масс Солнца. Ну, это не звезды. Потом в 50-е годы родилась радиоастрономия и нашли прохладную межзвездную среду, то есть такой довольно холодный, порядка 100 кельвинов, водород, но очень разреженный. В нем могут формироваться объекты гравитационно связанные с массой 1000 масс Солнца. 1000 – это уже интересно, где-то мы такие объекты видели. Вспомнили астрономы. Это же межзвездные скопления, Плеяды, Геады, всякие шаровые скопления, 1000 звезд в одном объеме. Может быть, это как раз и есть намек, как они образуются. Так оно на самом деле и получилось. Но нам нужны звезды. В 70-е годы нашли очень горячую составляющую
межзвездного газа, но она вообще сотни тысяч кельвинов имеет температуру, там кроме галактик ничего не может образовываться. И только в середине 70-х, когда появились спутниковые антенны, и именно они, работая в сантиметровом диапазоне, позволили нам найти самое холодное межзвездное вещество. Оно уже не атомарное, оно молекулярное, водород в виде молекул. Температура ниже не бывает, 10 кельвинов вообще, минус 263 градуса. И единицы масс Солнца. Это масса Солнца. Вот они, звезды, вот они из чего образовываются. Из холодного молекулярного газа. Джинс об этом, конечно, не узнал. А это вот трагедия почти любого теоретика. Предскажешь что-нибудь и не успеваешь узнать, что ты был прав. Где же эти молекулярные облака? Вот если посмотреть на Млечный Путь, можно заметить, ну, уберем созвездие, что на фоне Млечного Пути вот эти темные облака видны. Раз они темные, значит они холодные, иначе бы светились, если бы были горячие. Да, вот эти самые темные облака, ну вот это конкретно называется угольный мешок, ну, такой хороший образ, и другие такие же плотные, они как раз сегодня нам наиболее интересны, потому что там должны формироваться звезды. Более того, они нам затрудняют не только изучение рождения звезд, но и вообще изучение галактики. Вот то, что мы видим, Млечный Путь, далекое светлое тело, это наша вся звездная система. А на фоне этого Млечного Пути вот, черные клочочки, это близкие к нам молекулярные облака. Они близкие, и они нам полностью перекрывают взгляд вдаль. К сожалению, это очень серьезная проблема для астрономов. Ну, одни астрономы хотели бы изучить галактику, и для них холодные облака – проблема, они непрозрачные. А другим интересно, что в этих холодных облаках происходит. Оказалось, что там, где мы видим темные прогалины на Млечном Пути, радиотелескоп видит наиболее концентрированные, это молекула СО, ну, молекулы водорода тоже там же, наиболее концентрированные, холодные, плотные области межзвездной среды. И вот мы сегодня различаем разные варианты облаков, и, конечно, больше всего нас интересуют маленькие плотные молекулярные глобулы, именно такие конкретные, маленькие. И вот они вновь перед вами. Это такой типичный образец. Мы его всегда демонстрируем на таких рассказах, потому что оно близко к нам. И ни одной звезды случайно перед ним не оказалось, чтобы мы ее видели вот на фоне этого облака. Оно так близко, что все звезды за ним, а оно непрозрачное. Как быть до самых последних лет, это действительно была большая проблема заглянуть внутрь этих облаков и увидеть, как там формируются звезды. Ну вот на днях будет вторая годовщина запуска телескопа Джеймс Уэбб, который дает нам надежду заглянуть в такие облака. Это инфракрасный телескоп, а для инфракрасного света, теплового излучения, эти холодные облака прозрачны. Но иногда удается увидеть, что в них происходит, когда они разрушаются. Вот это одно из таких облаков. Что там внутри, мы в оптическом диапазоне не видим. Но, к счастью, звезды, родившиеся накануне, а они вот тут за пределами кадра, они своим горячим ультрафиолетовым излучением разрушили верхнюю в смысле этого экрана, часть облака, и мы видим, что там внутри были уплотнения. Вот они не поддаются ультрафиолетовому излучению и остаются, когда основная, менее плотная часть разрушается, оттекает, вы видите, как оттекают горячие потоки этого газа, а вот эти вот плотненькие, они сопротивляются разрушению, ну, некоторое время сопротивляются. И мы понимаем, что облако очень неоднородное, в нем есть места более плотные, менее плотные, ну, понятно, они именно там, где более плотные, рождаются звезды. И, наконец, молодые звезды появляются в оптическом диапазоне, когда начинает разрушаться даже вот этот вот, полуостров наиболее плотный. Все облако уже вокруг него разрушилось, он сопротивлялся, но в конце концов сдался, и мы видим, как оттуда выныривают звезды. Так что можно сказать, что в целом мы понимаем процесс формирования звезд. Можно его как-то представить схематично.
В больших облаках охлаждающихся возникают уплотнения. Ну, там, где чуть плотнее было, там сжатие быстрее происходит. Каждое такое уплотнение гравитацией начинает стягиваться все сильнее и сильнее. При сжатии газа он нагревается, уплотняется, и, наконец, в самом центре, где наибольшая температура и плотность, начинаются термоядерные реакции. Фактически это уже родилась звезда. Но то вещество, которое было на периферии, оно еще продолжает туда падать, будет наращивать массу этой звезды, пока ее излучение, ее газовые оттекающие потоки, ну, типа солнечного ветра, не начнут сопротивляться падению этого вещества снаружи, не остановят его. Остановили, все, звезда стала сама по себе, а тут еще сохранилось какое-то количество медленно оседающего разреженного вещества. И тогда, оседая, он постепенно формирует диск вокруг молодой звезды. Почему диск? Ну, физика тут понятная. Любое облако, хотя медленно, но обязательно вращается. При сжатии оно набирает скорость вращения, и там, где у него экваториальная плоскость, то есть перпендикулярная оси вращения, центробежная сила останавливает сжатие. А вдоль оси вращения газ продолжает падать и формирует такой вот... так, опять потерял, вот она. Формирует теперь уже планетный диск. Протопланетный, потому что в звезду это вещество уже не попадет. А планеты из него образоваться могут. На некотором этапе, когда протопланетный диск плотный, а звезда уже горячая, массивная и начинает нагревать окрестности свои, нагретому газу куда-то надо деваться. Давление повышается, он хочет расшириться. А куда ему расшириться? Здесь ему мешает довольно плотный протопланетный диск. А по оси ничего, ну, почти ничего не мешает. Там разреженный газ. И он по оси начинает оттекать, и на некоторое время, на некотором этапе формирования звезды формируются такие два джета, два быстрых типа реактивных потока. Но потом все это устаканивается, и постепенно из протопланетного диска формируются отдельные планеты, ну и планетная система приходит в какое-то равновесие. Это очень схематично, но более или менее какие-то этапы мы можем проследить. Какое время занимают эти процессы? Вы видите здесь, миллионы лет длится постепенное уплотнение большого облака, десятки тысяч лет длится формирование звезды, примерно несколько десятков, порядка 100 тысяч лет она окружена протопланетным диском, и вот эти потоки, джеты формируются, ну и потом уже звезда приходит в равновесие, планеты там вокруг нее живут. Наша Солнечная система, вероятно, также формировалась, то есть от разреженного облака до молодой Солнечной системы прошло порядка 10 миллионов лет. Это очень короткое время, потому что сегодня Солнечной системе 4,5 миллиарда лет. Мы этот процесс всегда в голове прокручивали, теоретически представляли, а потом попросили художников: нарисуйте нам то, что мы вот нафантазировали. Художники нам рисовали, мы такие картинки представляли в учебниках, в научно-популярных книжках, но сами-то этого никогда не видели. И, наконец, в последние 5 лет начали видеть, потому что родился новый научный инструмент. 60 с лишним вот таких радиоантенн субмиллиметрового диапазона, то есть короткая очень длина волны. Работает эта система, радиоинтерферометр такой огромный, в Чили, в чилийских Андах, высоко, на высоте 5 километров, чтобы атмосфера не мешала. Эта штука оказалась совершенно фантастических качеств, потому что расставленные на большой площади эти антенны в сумме дают возможность как будто бы одним гигантским радиоглазом смотреть на молодые звезды и формирующиеся планеты. И вот теперь мы видим, теперь мы не просто художников просим нарисовать нам это дело, а можем показать, как это на самом деле выглядит. Молодая звезда, вот Ашель Таури, в центре, и вокруг нее протопланетный диск. И нам даже кажется, хотя уверенности в этом нет, что это темные дорожки протоптаны
в этом протопланетном диске уже сформировавшимися там планетами. То есть там уже есть какие-то плотненькие массивные объекты, которые на себя собрали газ и очистили вот эти вот пути, по которым они движутся. А светится в основном светится пыль. Пыль, нагретая излучением самой звезды. Других источников света там нет. И тепла горячая звезда нагревает пыль. Тут пыль очень горячая, потом прохладнее, прохладнее, прохладнее. Ну и дальше она уже такая холодная, что мы ее не видим. Ну а вот эти вот дорожки, скорее всего, протоптаны молодыми планетами. Потом планеты, конечно, наберут массу, начнут конкурировать друг с другом, пихать друг друга. Какие-то будут выброшены из молодой планетной системы, какие-то упадут на собственную звезду, погибнут. И останутся те, которые в борьбе за существование выжили, вот как в нашей Солнечной системе. Уже конкуренции нет. Они нашли свои пути, далеко друг от друга расположены, и миллиарды лет спокойно живут. Это не единственный. Вот телескоп Алма, который я показывал, точнее радиоинтерферометр, он уже нам целую коллекцию таких протопланетных дисков показывает. Это просто прорыв в области той науки, которую называют космогония. Космология – это наука о Вселенной в целом, расширении Вселенной и так далее. А космогония – это наука о том, как отдельные объекты, звезды, планеты формируются, как они происходят, из чего. Вот сейчас космогония просто на взлете, потому что не надо, фантазировать надо, но наши фантазии мы уже можем проверять, глядя на эти реальные объекты. Телескоп Хаббл тут, конечно, тоже свой вклад сделал, он очень красивые картинки нам показывает. Красивые в том смысле, что на них много деталей, раньше остававшихся незамеченными. Ну, например, вот это тоже облако разрушающееся, вот это, как говорят иногда, слоновый хобот, ну, то есть наиболее плотная часть, которую ультрафиолетовое излучение все еще пощадило. И там, вот где-то тут, вот в темноте сформировалась звезда. Почему мы в этом уверены? А вот один поток, а вот другой поток – это те самые джеты. Вот, кстати, тут еще один мы видим. И вот он, второй. Но это особенно хорош на темном фоне. Это газовая струя с большой скоростью врезается в разреженный газ. Тут ударная волна получается. Ну-ка, газ уплотняет перед собой разреженный газ. Это все довольно точно соответствует теории. Иногда мы видим, как, собственно, я почти тоже показываю, из холодного облака выстреливает в направлении на нас газовая струя, значит, там где-то молодая звезда, окруженная протопланетным диском. Нам повезло, что этот джет пробил холодное облако и выстрелил сюда, и мы его видим очень хорошо. Второй, обязательно должен быть второй, если есть один, то по закону, третьему закону Ньютона, действие равно противодействию, должен быть второй. Второй ушел внутрь облака, и оно нам его заслонило. Но вот тут немножечко он себя проявляет. Механизм, то есть как именно разгоняется это вещество, он не совсем понятен. Просто нагреть газ недостаточно, чтобы он вот в такую тонко сфокусированную струю превратился. Горячий газ, он разлетается в пустоте во все стороны. А мы видим, что эти джеты просто как из сопла ракеты выстреливаются в одном направлении. Но глядя на морфологию, то есть на внешний вид этих джетов, мы замечаем, что у них есть спиральная структура, вот такая вот периодическая спиральная структура, которая напоминает винт в мясорубке. Вот хозяйки знают. Там такой Архимедов винт, который мясо подает к ножу, а роль винта в данном случае, скорее всего, играет магнитное поле. Оно там, внутри диска или рядом с ним, и оно, закручиваясь самим диском, формирует вот такой вот шнек для мужчин, шнек для женщин, мясорубка. Но то и другое – это Архимедов винт, который подает вещество и пихает его вперед. Вот это замечательный пример. И спасибо телескопу Хаббл. 30 лет работы на орбите этого космического телескопа дали нам совершенно прорывные вещи. Вот, пожалуйста, посмотрите, еще один джет. Он практически на нас летит. Ну, чуть-чуть со смещением. И тут вот эта спиральная
структура видна очень хорошо. Так что в этом мы вроде бы постепенно разбираемся. Ну хорошо, сформировались молодые звезды. Мы даже знаем, где они формируются. Наиболее близкое, такое вот богатое молодыми звездами место – это Орион, созвездие Ориона, и точнее говоря, под поясом Ориона, там вот тут вот, так, вот найду сейчас, вот здесь под поясом Ориона, это как раз зимнее созвездие, когда будет хорошая погода, посмотрите, на темном загородном небе увидите тут такой вот не совсем четкий, немножко туманный клочочек. Это не звезда, это гигантское облако. Ну, в Тельце тоже есть такая небольшая область формирования звезд, но она не так эффектно выглядит. А вот туманность Ориона – это действительно такой роддом, в котором одновременно тысячи звезд формируются. Вот этот самый. Так, куда он делся? Вот этот вот. Вот этот клочок. Говорят, меч Ориона, ну, под поясом, да, висит. Что там висит под поясом? Меч. Никакой это не меч, это огромное облако, в котором уже сформировались и еще продолжают формироваться, потому что газа там много. И мы-то видим только горячий, который нагрет уже сформировавшимися звездами, а холодный газ, из которого сейчас происходят новые поколения звезд, мы его в оптике не видим, он не светится, но радиотелескопы его видят. Инфракрасный кое-что тоже видят. Например, здесь снимок, сделанный инфракрасным телескопом. Вернемся вот сюда. Почему все это сияет? Диана, вот, все это сияет. Там много новорожденных звезд, но не все звезды могут нагреть газ как следует. Маленькие, типа нашего Солнца или еще более мелкие, они очень слабо нагревают. Но там вот в этой области сидят 4 очень массивных звезды, и вот тут их хорошо видно. Трапеция Ориона, так называемая. Это 4 очень мощных излучателя, которым обязано вот все это горячее облако своим свечением. Но инфракрасный телескоп нам показывает еще кое-что. Вот тут в оптике ничего не видно, а инфракрасный телескоп говорит, тут внутри пылевого кокона, то есть закрытое от оптического телескопа, происходит формирование звезд. И мы уже видим, как оттуда разлетается газ, ими нагретый. Это такой вот синтетический портрет. Тут и оптика, и инфракрасный. Сейчас попробуем одну модельку запустить. Мы ее тут как раз накануне внедрили в презентацию. И попробуем. Это теоретическая модель, но она хорошо показывает, как формируется куча молодых звезд. Молодое звездное скопление. Вот давайте посмотрим. Это такая трехмерная картина. Облако неоднородное, и по мере того, как оно живет, там, где чуть было плотнее, становится еще более плотным. Сейчас мы подъезжаем к самой центральной части. Вот обратите внимание, некоторые объекты уже стали звездами. Там, где беленькие точки, вот они появляются, это уже звезды. И какова их судьба? Почему-то они оттуда стремятся улететь. Не все. Некоторые выстреливают и покидают эту область. А некоторые, наоборот, кучкуются и образуют такие плотные звездные кучи. Кстати, на русском языке раньше так и говорили, звездные кучи. Ну, мы сегодня говорим скопление, кластер, а раньше просто говорили звездные кучи. И вот молодые звезды как бы разделяются на два населения, две популяции. Одни стараются сконцентрироваться вместе, а другие разлетаются и покидают эту область навсегда. Очень красивая модель, но сейчас она еще покажет себя со всех сторон, чтобы вы поняли, что она сильно неоднородная. Видно? Мне очень нравится. Это хорошая работа. Вот ее автор. Там целая компания работала. И поехали дальше. Ну, это элемент той картинки. Дело в том, что когда молодые звезды родились, они под действием собственного притяжения начинают кучковаться, падать к центру масс. Но одни при этом, да, падая, они сближаются друг с другом, пролетают одна мимо другой и обмениваются энергией. И совершенно случайным образом одна может ускорить свой полет, другая замедлить. Та, что ускорила, покидает эту область и навсегда. А та, что замедлилась, начинает еще сильнее концентрироваться к центру.
И мы получаем совокупность разлетающихся молодых звезд. Сегодня их называют звездная ассоциация. То есть они не так, чтобы прямо вместе жили, но мы понимаем, что они родились вместе и сегодня на наших глазах покидают это место. А вторая популяция – это те, что не смогли набрать скорость и формируют звездные скопления. Тоже ненадолго, на несколько сотен миллионов лет. Но среди них всегда есть яркие, массивные, которые разогревают окружающий газ. Разогревая, создают в нем большое давление. И вот этот нагретый с высоким давлением газ начинает отпихивать более холодный, более плотный, из которого звезды не сформировались. И в конце концов, остается звездное скопление и тот газ, который сами звезды разогнали своим излучением, своим звездным ветром. Вот перед нами типичное молодое звездное скопление. Ну, такое, как Плеяды, например. Я думаю, многие, да? Ну, вижу, что не многие. Ну, кое-кто знает, да, Плеяды. Остальные знают автомобиль Subaru японский. А там на радиаторе такая картинка как раз со скоплением Плеяды. Subaru – это по-японски Плеяды. Вот. А это тоже не вечный объект. Он долго живущий, сотни миллионов лет обычно, но не вечный. Тут тоже звезды пихаются своей гравитацией друг друга, немножечко ускоряют, замедляют, и то одна, то другая покидают эту область. Границ-то нет никаких, никакой стенки нет, и поэтому они, как вода из стакана испаряется, так же и звезды, мы прямо так и говорим, испарение звезд из звездных скоплений. Так что в целом мы, конечно, эту картину, что я нарисовал, так понимаем по кадрам, но многое в ней до сих пор не ясно. Ну, например, почему определенное количество больших, средненьких и маленьких звезд рождается? Мы видим, что в звездных скоплениях молодых есть звезды с массой 100 масс Солнца, но их крайне мало. Просто вот пересчитать на небе. Есть звезды с массами 10, 5, 1 масса Солнца, их все больше и больше. И, наконец, огромное количество маленьких звезд с массами полмассы Солнца, треть массы Солнца и до 1/10 массы Солнца. Больших мало, легких, маленьких много. И это такой универсальный закон, такое распределение по массам, что где бы мы, какое бы скопление ни взяли, в нашей галактике, в других галактиках, как будто их на фабрике делали. Понять физическую причину пока не можем. Это довольно сильно нас нервирует. Ну, теперь к галактикам обратимся. Галактики – это большие совокупности звезд. Мы живем в галактике, да и большинство тех звезд, что мы видим, наши или в соседних галактиках живут, мы-то видим свою галактику с ребра. Это наш Млечный Путь. Ну, на этой фотографии он видел неплохо, потому что снимок сделан в инфракрасном диапазоне, и пыль, хотя заметно, но не так сильно экранирует далекие от нас области галактики. Так, если нарисовать картинку нашей галактики, фотографию это мы вряд ли когда-нибудь получим, нам не выбраться отсюда. Ну, художник нам изобразил то, что мы ему рассказали. Мы где-то вот тут, на расстоянии 2/3 радиуса галактики от ее центра. То есть от центра до нас примерно 25, 24, 25 тысяч световых лет. Ну, а еще там до края этого звездного диска еще примерно 7-8 тысяч световых лет. На самом деле галактический диск – это не вся галактика. Есть еще огромное разреженное гало, которое окружает этот диск. Есть еще более грандиозная корона галактики, которая в основном из темного вещества состоит. Но нас интересуют звезды, так что можем ограничиться звездным диском. Лучше получить представление о галактиках, глядя не на нашу-то мы почти не видим, а на соседние. И иногда, сравнивая их с нашей, какие-то общие черты находим, говорим, вот, наверное, она похожа на нашу. Ну, более или менее, да, наверное, похожа. Как они сформировались? Откуда? Откуда взялось их вращение? Почему многие из них покрыты спиральным узором, а другие не покрыты, и никакого геометрического узора на своем теле не демонстрируют? Но и спиральные разные бывают. Вот мы думаем
раньше думали, что наша галактика примерно такая, то есть плотный центр, и из него выходит спиральная структура. И знали еще раньше, что есть и другие спиральные галактики, где есть плотный центр, потом некое дынеобразное такое уплотнение звездное, а от его концов начинаются спиральные ветви. Такие галактики, ну, по-русски раньше называли пересеченные, имея в виду вот эту вот перемычку. Ну, теперь мы больше на английский лад говорим, галактики с баром. Бар, вот это самое вытянутое скопление довольно старых звезд. А голубые звезды – это молодые. Голубые, значит, горячие. Они молодые. А теперь мы понимаем, что наш-то скорее барообразная. Мы заметили в центре нашей галактики не такой грандиозный, но все-таки вполне заметный бар. Так что наша галактика Млечный Путь – вот это неплохой рисунок. Ну, кстати, рисунок Марка Гарлика, а это художник НАСА, такой вот, который просто всегда с астрономами работает. Он понимает требования астрономов и факты, которые мы ему выкладываем. И его рисунки всегда наиболее точно представляют то, как мы сегодня себе мыслим внешний вид нашей галактики. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы кто-нибудь ее сфотографировал. И вообще говоря, есть возможность. Если в туманности Андромеда, она недалеко от нас, найдется хороший астроном, сфотографирует, нам пришлет, то мы ему в ответ их фотографию пришлем. Но, правда, до туманности Андромеды радиоактивный сигнал 2 миллиона лет идет. Ну, может, он уже послал. Мы уже послали. Мы альтруисты. Мы сфотографировали туманность Андромеды и давно послали туда. Ну, получит, не получит, не знаю. Вот. А сплошмя, если ее развернуть, то вот 2015 год – это, пожалуй, тот год, который принес нам наиболее полное представление о внешнем виде нашей галактики. Оно уже не меняется. Вот скоро будет 10 лет, как мы ничего не можем добавить. Единственное, в чем мы сомневаемся, бар есть у нас в нашей галактике. Он небольшой, но вполне заметный. А вот точную картину спирального узора мы, конечно, не можем сегодня восстановить, потому что видим только окрестности Солнца хорошо. Где-то вот я тут солнышко наметил. Вот эту область мы прямо голову на отсечение, что мы ее знаем. И по отдельным фрагментам спиральной структуры пытаемся восстановить ее в глобальном виде. Ну, насколько это получается, я думаю, что не очень пока хорошо получается. Но есть галактики другого типа. Вот они перед нами. Это тоже огромные кучи звезд. В нашей сотни миллиардов звезд и в этих сотни миллиардов звезд. Форма у них такая вот дынеобразная, эллипсоиднообразная. Мы их называем эллиптические. Ну, в проекции на плоскость это эллипс. Никакой структуры, кроме явного уплотнения к центру. Ну, к центру, да, видно, и у нас к центру больше плотность звезд, но никакой видимой структуры. Почему нет структуры, мы, в общем, догадываемся. Там нет межзвездного вещества, почти нет. Не из чего образовываться новым поколением звезд, вот как, например, в спиральных галактиках. Нечему, так сказать, оконтуривать те места, где формируются молодые звезды. А тут им просто не из чего формироваться. Но могли бы быть спиральные ветви вообще-то, но они были бы такие незаметные, что на этих фотографиях они бы остались неразличимыми. Наконец, кроме спиральных и эллипсоидальных, или эллиптических, как мы их называем, есть еще галактики третьего типа. Вот что это? Спираль? Нет. Эллипс? Точно нет. Какие-то клочки. И когда Эдвин Хаббл создавал первую морфологическую классификацию галактик, то есть по внешнему виду, он четко обозначил, вот спирали, вот эллиптические. Но есть еще какие-то такие, которые непонятно куда. И он в мусорную корзину эти фотографии сбрасывал и говорил, неправильные, неправильные, irregular. Вот иррегулярные, неправильные галактики, они тоже в большом количестве. Это наш сосед ближайший. Большое Магелланово облако на южном небе, оно представлено, клочки вот такие, не очень большая галактика. И Хаббл их поначалу, ну, как-то игнорировал. Теперь мы понимаем, это очень важные. Да, у них неправильная форма, да, не такие грандиозные, не такие массивные. Но он их поначалу даже и несерьезно к ним относился. И вот первая
классификация галактик Хаббла, она до сих пор очень популярна, потому что простая. В книжках для любителей астрономии, в учебниках школьных мы ее воспроизводим, тут все понятно. Эллиптичные, ну вот сами фотографии, а это, так сказать, схематичное их изображение. Эллиптические галактики бывают совершенно круглые, бывают довольно сильно сплюснутые. Ну, по степени сплюснутости, а больше никакого параметра у них нет. Вот он их так раскидал вдоль. А потом идут спирали. Какие? Обычные, простые спирали и спирали с баром. Ну, других характеристик у спирали нет. Правда, можно обратить внимание, что у некоторых такие, ну вот здесь, четкие, туго закрученные спирали, а у других они какие-то нечеткие, разбросанные. Ну вот некое дополнительный некий символ тут ABC, к слову spiral, спираль, Хаббл, так сказать, подвесил, добавил, чтобы сказать, что вот есть какое-то разнообразие в внешнем виде. И тоже самое для галактик Spiral Bar A, B, C. Наша родная, она где-то вот между, ну она, во-первых, с баром, между вернее, между B и C. Вот место нашего Млечного Пути примерно здесь. Как все это родилось? Вот это проблема. Потому что родилось оно давно. Если звезды живут как-то и не очень долго и на наших глазах рождаются, мы что-то можем увидеть, то как рождались галактики, это все в далеком прошлом было и физически от нас далеко, и в смысле времени отодвинуто. Мы, конечно, общее представление жизни Вселенной имеем. Был какой-то момент, когда горячее вещество, Биг Бен, большой взрыв, начало стремительно расширяться. Вот тут у нас пока не очень уверенные физические представления, почему оно началось расширяться, инфляция, стремительное расширение. Но потом все это устаканилось, и расширение продолжалось в гораздо более низком темпе. Это то, что мы сегодня наблюдаем. Не очень быстрое, но повсеместное расширение. Формировались элементарные частицы, из них атомы. Это все мы очень хорошо представляем, потому что умеем взрывать атомные и водородные бомбы. Значит, физика тут у нас понятная. Знаем, что происходит в недрах звезд. А примерно то же самое происходило во Вселенной в целом, когда она была плотная, горячая, похожая на недра звезд. Но потом был этап, ну вот просто так покажу вам. Первые элементарные частицы, нейтроны и протоны, сливались там, в ядра дейтерия, те в гелий, и вот, собственно, из водорода, из элементарных частиц получались первые ядра химических элементов. И первые несколько минут жизни нашей Вселенной рассчитаны так точно, что мы просто вот никаких сомнений, у нас масса доказательств того, как это происходило. Кроме водорода возникал гелий в немалом количестве, примерно четверть массы гелия и 3/4 водорода, и в очень малом количестве дейтерий, легкий изотоп гелия, ну и совсем мизерное количество лития, хотя для нас это очень полезный элемент. У каждого из вас сейчас в кармане, в этом кармане, сотовый телефон, и у вас тоже. Там литиевая батарейка, это тот самый литий, который родился в первые 3 минуты жизни Вселенной. Потом еще немножко в звездах рождалось, но это совершенно мизерное количество. А литий, почему дорогой аккумулятор у сотовых телефонов? Потому что мало лития, смотрите. Водорода много, гелия много, а лития там совершенно крохотная часть. Нам его приходится добывать, потому что других источников лития не было. И вот Вселенная была горячей, почти однородной и расширяющейся. При расширении газ остывает. Прошло примерно 400 тысяч лет. Это очень важный момент. До этого момента, до этого момента Вселенная была заполнена плазмой, то есть ионизованным газом, в основном водород. Электроны отдельно летали, протоны отдельно. Отдельно летающие электроны – это заряженные, электрически заряженные частицы. И кванты света, которые там бродили в этой горячей плазме, не могли далеко уходить, потому что они тут же встречали электрон, он их отражал этот свет, рассеивал его. И плазма была очень плотной. Свет создавал упругость. Кванты света создавали упругость этой плазме. Ну вот наступил момент 400 тысяч лет. Температура плазмы опустилась до нескольких тысяч градусов, а это уже
температура, при которой электроны соединяются с протонами, происходит рекомбинация, то есть образование атомов. Ну, это атомы водорода. Тут нарисованы, в основном они и были, и есть во Вселенной. А вещество, состоящее из атомов, очень плохо взаимодействует со светом. Тут вот у нас атомы и молекулы, мы друг друга видим, потому что свет легко проходит сквозь холодный газ. И фотоны полетели сами по себе, а газ перестал ощущать давление, упругость электромагнитного излучения и сразу стал поддаваться гравитации. Он уже не мог ей сопротивляться. Если бы в тот момент Вселенная была совершенно однородной, вот везде все было бы одинаково, то она бы и сегодня была такой же однородной. А с какой бы стати ей стать неоднородной? Но мы видим планеты, звезды, галактики, значит, в тот момент она была чуть-чуть неоднородной. И дальше, по мере жизни Вселенной, кучковалось вещество туда, где оно с самого начала было чуть плотнее. Очень много лет космологи не могли это подтвердить. У нас есть надежный вестник из той эпохи. Реликтовое излучение. Реликтовое излучение – это вот те самые фотоны, которые родились, когда Вселенной был всего лишь возраста 400 тысяч лет, и полетели сквозь прозрачный газ. И летят, и летят, и летят. Сегодня они долетают из далеких областей Вселенной до нас в виде радиоволн. Красное смещение сильное. Свет превратился в радиоволны. И мы, глядя в радиоизлучение на окружающий нас мир, видим всю Вселенную, это полная карта неба, какой она была в ту далекую эпоху, когда Вселенной было 400 тысяч лет. Ну, слава Богу, сначала никак не могли неоднородности обнаружить. Все было совершенно однородным, потому что аппаратура была недостаточно чувствительной. Наземные радиотелескопы никак не могли выявить неоднородности реликтового радиоизлучения. Это прямо большой кризис был в астрофизике. Я просто помню, какие семинары у нас были. Там академик Зельдович, он лысый был, но мог бы рвать на себе волосы, потому что говорил, не может Вселенная быть неоднородной однородной в ту эпоху. Вселенная, вот же она, на куски разделена, на звезды галактики. Ну и, наконец, космические радиотелескопы на спутниках показали нам вот эти пятна более холодные, сначала с не очень хорошим разрешением, это примерно 95 год, потом с хорошим разрешением, это уже 2000-е годы. Но наконец-то мы увидели, что Вселенная в ту пору была достаточно неоднородной, это более холодные, плотные области, это более горячие, разреженные. И понятно, почему галактики появились. Теперь мы это мыслим так. Вот посмотрите, этот куб – это математическая модель. В начале, сейчас опять он будет повторяться, в начале почти однородное вещество, но по мере эволюции гравитация его стягивает, и все вроде бы хорошо. Но точные расчеты показали, что вот эти малые различия температуры реликтового излучения, они очень малые на самом деле. Вот тут я написал. Дельта-Т – это различие температуры между соседними точками на небе. По отношению к самой температуре реликтового излучения 1/100-тысячная доля. Тысячная доля процента. Да, есть неоднородность в ту далекую эпоху, но такая маленькая, что к нашей современной эпохе мир был бы почти как кисель. В нем бы не успели родиться ни звезды, ни галактики, он бы стал чуть-чуть более контрастным, но не таким контрастным, как сегодня. Пустота – галактика, пустота – звезда, пустота – планета. Сегодня он крайне контрастный. Чего-то нам в этой картине не хватает. Наконец мы поняли, чего. Когда открыли, что то вещество, что мы видим, барионное вещество, из которого звезды и галактики состоят, это всего лишь малая доля, а на самом деле мир состоит из темного вещества, невидимого, но очень массивного, которое превалирует над всеми остальными формами вещества. И теперь мы понимаем, как рождались структуры во Вселенной. Темное вещество, почему оно темное? Не взаимодействует со светом. И в ту эпоху, когда плазма еще была до 400 тысяч лет,
упругой и не поддавалась гравитации, темному веществу было совершенно безразлично, какие там кванты, оно уже кучковалось. И в тот момент, когда обычное вещество стало поддаваться гравитации, темное вещество уже сконцентрировалось в какие-то более плотные и разрежилось в менее плотные области. И это продолжалось. Плотное разрежение, следующее плотное. Это уже такие вот гравитационные ямы, как сказал бы физик. То есть то, куда окружающее вещество притягивается. И когда обычное стало менее упругим, куда оно устремилось? Да туда, где из темного уже сформировались отдельные объекты, облака. Вот теперь картина сложилась. То есть не будь темного вещества во Вселенной, причем в таком количестве, как оно есть, примерно 2/3 по массе, не было бы нас, не было бы звезд, не было бы планет. Был бы мир, как кисель, совершенно неинтересный, холодный, никакой. Вот темное вещество, оно просто нужно было. Ну и теперь мы понимаем, что оно есть. Правда, что оно такое, мы не знаем. Физики уже не первый десяток лет пытаются понять, что же это вещество, но никак не удается его поймать. Неуловимое оно. Ну ничего, поймаем. А нашу галактику теперь мы представляем так. То звездное тело, которое мы раньше изучали, диск звездный, вот уплотнение центральное там, и так далее, это все малая часть вот это вот. Она окружена, ну просто в виде голубого тумана это нарисовано, огромной короной из невидимого вещества, намного более протяженной, да, разреженной, но за счет своего объема 4/5 массы нашей галактики это вот это. И только 1/5 это звездная компонента, ну и планета там, мелочь. Это вот большое Магеллановое и малое Магеллановое облака тут нарисованы, но они наши крупнейшие спутники. А вокруг нашей галактики, как и вокруг соседних больших галактик, например, Андромеды, есть куча маленьких спутников. Ну, Магеллановое облако крупнейшее из них, большое, но еще несколько десятков спутников сопровождают нашу. Сопровождают такие же крупные, как наша галактика. И мы понимаем, что большие-то формировались путем поглощения своих маленьких соседей. То есть сначала родились сравнительно небольшие галактики, а потом они сливались, сталкивались и росли. В общем, богатые становятся богаче, как всегда, большие все больше и больше. Так и в мире галактик. И рядом с нами, ну вот это вот наш Млечный Путь и наше, так сказать, окружение, наши спутники. Они невзрачные, их только можно хорошо сфотографировать, если удается. Вот один из более или менее ярких спутников созвездия Лев, ну да, так неплохо выглядит. Это тоже довольно яркий 6822 спутник. А есть вот такие, что и заметить-то его почти невозможно. Но это один из наших спутников. Они в последнее время только выявлены, это созвездие Печь, такой спутник. Ну вот они-то как раз послужили кирпичами, из которых сложилась наша галактика. Большое и малое Магеллановые облака когда-то, вероятно, были связаны гравитацией. Но сейчас уже они летят по похожим траекториям, но гравитация уже отпустила их, они сами по себе. И они летают вокруг нашей галактики, вот так вот, по такой довольно близкой к нам орбите, и постепенно приближаются к нам, примерно через 6 миллиардов лет сольются с нашей галактикой и войдут в состав нашей галактики. Даже вот мы видим, вот эта полная карта неба, в оптическом диапазоне наш Млечный Путь, а в радиолучах мы видим большое и малое Магеллановые облака, и видим, как они теряют вещество, за ними хвост тянется. То есть уже наша галактика захватила их и погребает внутри себя. Так что это скоро станет частью, да, собственно, уже почти часть, так сказать, пригород нашего диска звездного. Наша галактика и Андромеда объединены гравитацией настолько сильно, что они никогда не покидали и никогда не покинут друг друга. Никакое расширение Вселенной их не растащит. Они сопротивляются расширению Вселенной, но уже это называется местная группа галактик, local группа. Два гиганта, мы немножко поменьше, Андромеда чуть больше нашей,
Есть еще третий крупный член Мессия-33, но она сильно уступает Андромеде и нам. Ну и тут около 50 спутников. Там мы пока около 30 нашли, но, наверное, их больше, просто издалека их не видно. Вот это такой наш коллектив, который навсегда останется вместе. Но такие же коллективы и рядом с нами находятся. Ну, вот это вот наша местная группа. И они-то уже от нас улетают за счет общего расширения Вселенной. Ну, это просто показываю Андромеду с ее спутниками. Спутники у нее тоже не очень взрачные, но такие вот заметные вполне. Некоторые, мы видим, уже входят в состав Андромеды. Но этот еще не совсем НЖЦ-205, хотя видны такие звезды потерянные и уже устремившиеся к большой галактике. А вот это тоже был спутник, но он уже движется практически в диске самой Андромеды. И из него ободрано все, кроме его плотного ядра. Это Мессия-32, практически только ядро некогда весьма такой солидной галактики, но от нее уже только центральная плотная часть осталась, и скоро он тут вот войдет в ядро этой гигантской системы. Это второй спутничек НЖЦ-205. Он, ну вот вы его тут видели, вот он, вот этот. Он чуть подальше, поэтому сопротивляется еще, но он вытянулся до последней возможности, потому что гравитация большой галактики Андромеды его деформирует. Так что вот это все постепенно сольется и тоже станет одна большая Андромеда и один большой Млечный Путь. А их судьба взаимная какая? А сегодня мы знаем. Наша и Андромеда, Мессия-31, они сближаются. Не очень быстро, примерно 150 километров в секунду, но сближаются. И через 4 миллиарда лет пролетят на небольшом расстоянии друг от друга. Отдалятся, но не очень сильно. И еще через 2 миллиарда лет. Это художник нарисовал, как через примерно 5 миллиардов лет исказится форма Млечного Пути, исказится гравитацией нашей галактики, туманность Андромеды, и они уже подойдут, так сказать, к моменту слияния. Но это будет не скоро, а мы, оглядываясь вокруг, видим такие галактики, которые на наших глазах сливаются. И примерно представляем себе, вот судьба Андромеды, она чуть побольше. Вот, я бы сказал, что вот это Андромеда, это наш Млечный Путь, он раза в полтора уступает ей по массе. Вот примерно будет такая картина. Ну, а в конце концов, вот такая картина. Мы уже перестанем различать по отдельности. Так, ну-ка, сейчас нажмем кнопочку. Вот, смотрите, на модель. Это модель слияния двух спиральных галактик, которая очень напоминает то, что будет с нами и с Андромедой происходить. Поначалу еще их плотные ядра различимы, но потом они, конечно, раз, и уже станут ядром одного конгломерата такого бесформенного. Хотя не скажу, что бесформенного, все-таки какая-то спиральная структура у этой модели сохраняется. Как будет на самом деле, мы, конечно, не знаем. Ну вот как-то так. Образцы сливающихся галактик мы в большом количестве видим. И тут большую роль в их выявлении сыграл наш московский астроном Борис Васильевич Воронцов-Веленинов, который, я думаю, вот старшее поколение по учебнику, да еще, по-моему, сейчас учится по учебнику Воронцова-Веленинова, это астроном Московского университета. И он вот выделил среди миллионов галактик такие сливающиеся, интересные. Так, тут еще должна быть моделька. Вот она, ну-ка, сейчас мы ее запустим. Чем эта модель хороша? Вот сейчас результат численного расчета на компьютере. Это компьютер смотрит раз, и мы подкладываем фотографию похожей системы. И говорим, о, компьютер нам что-то похожее на правду показал. Снова компьютер крутит две спиральных галактики. Останавливаемся, выбираем ракурс и подкладываем реальную фотографию. О, оказывается, есть и такая система. Компьютер, так сказать, что-то реальное нам смоделировал. И вот так несколько раз, видите, слияние продолжается. Снова выбираем, даже ракурс надо выбирать. Вот, пожалуйста, похожая система. Ну, может, не очень похожая, но что-то есть общее. Это красивое сочетание
теории с наблюдениями. Пустая теория, она крутишь и крутишь на компьютере что-то, неинтересно. А найти на небе похожий объект, значит убедиться, что ты моделировал не зря, что у тебя компьютер не просто так работал, а он что-то похожее на правду. Сейчас повернем ее. Мы же заранее не знаем, какой ракурс нам природа демонстрирует. Вот замечательная работа, мне она очень нравится. Ну, сейчас она закончится. Уже от галактики ничего не осталось, только одни эти приливные хвосты. Ну и все. Вся эта теория должна была быть проверена с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Его и запускали для того, чтобы, во-первых, первая часть моего рассказа, заглянуть в недра холодных темных облаков и увидеть, как там звезды формируются. А во-вторых, заглянуть в прошлое нашей Вселенной, посмотреть, как там формировались галактики. А Джеймс Уэбб, он как бы дополняет возможности телескопа Хаббл. Хаббл в оптическом диапазоне смотрит, Уэбб в инфракрасном. И чуть-чуть у них накладываются диапазоны их чувствительности, ну, чтобы как-то можно было сравнивать цвет. Так что Джеймс Уэбб сейчас вот уже 2 года работает. Ну, первый год он настраивался просто, но год уже активно работает. И он, во-первых, в эти темные облака смотрит, и накапливаются данные по ним. Ну, тут я уже все рассказал. Вот смотрите, как инфракрасные лучи позволяют проникнуть внутрь облака. Оптика. Где вот оптика, ничего не видим. Идем, ближний инфракрасный диапазон, идем, дальний инфракрасный диапазон, облако становится прозрачным. Вот в этом была суть. Или вот, пожалуйста, ХСТ – это Hubble Space Telescope, телескоп Хаббла. Видим некий звездный фон и темное непрозрачное облако, которое нам перекрывает взгляд. А Джеймс Уэбб Space Telescope, он смотрит и сквозь облако, и внутрь облака. То, чего тут мы вообще не видели, мы тут начинаем различать. Это его возможности. Ну или вот галактика, где вот Хаббл видит яркие, молодые объекты, а там, где темные облака, Хаббл бессилен. А Джеймс Уэбб видит как раз там, где непрозрачная картинка для Хаббла, а для Уэбба она становится прозрачной. Ну а вторая задача – это заглянуть далеко. Хаббл тоже ведь, он не сразу стал современным. Когда его в 90-м году запустили, он вообще, оказалось, почти не работает. К нему одна экспедиция летала, вторая экспедиция, третья летала, ремонтная. Ну, не ремонтная, а такая, поддерживающая его качество. И у него все лучше и лучше. Там камеры меняли, современные ставили. И он видел все дальше в прошлое. И сегодня его возможности дотягиваются до очень далекого прошлого. Ну, то есть далекие и слабые объекты. Он видит, значит, они далеко от нас в прошлом. Свет оттуда идет далеко. Ну, примерно до возраста 500 миллиарда лет. 500 миллиарда лет в эту эпоху уже должны были быть звезды и галактики. Он их и видит. Но Уэбб запускали для того, чтобы он посмотрел еще дальше. В эпоху примерно 200-300 миллионов лет от Большого взрыва. Мы предполагали, что в эту далекую эпоху еще звезды не родились. Еще газ недостаточно уплотнился, еще не было галактик, а в них не было звезд. Мы эту эпоху назвали темная эпоха, темная эра в эволюции Вселенной, когда газ остывал, кучковался, но звезды еще не родились. И задача Уэбба была заглянуть в эту далекую эпоху. Вот он туда заглянул, вот это вот далекое, ну, тут я быстро пролистал, вот это вот темная эпоха, когда однородный газ уже остыл, превратился, ну это была плазма, превратился в холодный газ, а звезды еще не родились. Вот у Уэбба задача была вот туда, вот в эту эпоху заглянуть. Заглянул. И первые впечатления, первые такие рекламные факты, которые пошли от Уэбба, ну не то чтобы рекламные, но недостаточно подтвержденные, были, что он увидел там галактики. Вот вы видите эти изображения, которые исследователи назвали галактиками. Конечно, никакой формы галактик вы тут не различите, это совершенно такие пятнышки размытые, но вроде бы это не звезды, вроде бы это галактики. И по их цвету
Они очень красные, а значит большое красное смещение, они очень древние. И весной нынешнего года прям были такие вот журналистские сообщения, что вся современная космология провалилась, ничего не может объяснить. Веб видит галактики там, где должна быть темная эпоха, где не должно быть темных галактик. Но постепенно рассасывается эта история, потому что если бы он действительно там увидел галактики, это была бы сенсация невероятная. Он вроде бы увидел их там, в ту эпоху, когда Вселенной было всего лишь там 250, даже чуть, даже, ну вот, 250 миллионов лет. Это слишком юная Вселенная. Там не должно быть галактик. 250 миллионов лет – это один оборот Солнца вокруг центра нашей галактики. Для галактики это вообще не время. Она не может успеть форму принять, звезды в себе родить за такое короткое время. Ну, постепенно рассасывается эта история, потому что когда внимательно смотришь на эти изображения, оказывается, там спектр получаешь. Не такие уж они далекие, не такие уж они древние, они скорее ближе к нашей эпохе, а значит, космология устояла на месте. Но это надо все проверять. Проверять, то есть делать новые, более мощные телескопы. Сейчас летает Хаббл, отлетал свое Спицер, Спицер давно отлетал, Гершель, и вот Хаббл и Джеймс Уэбб – это два самых мощных космических телескопа. Ну, у Хаббла недостаточная мощность, у Джеймса Уэбба достаточная, но надо аккуратно относиться к его результатам, непроверенным другими. Проверить, значит, надо более мощный создать телескоп. Сейчас над ним работа идет. Это объектив гораздо большего размера. Уже не 6,5, а по крайней мере 8, а может и 9 метров. И, наверное, запустить его сможет только новая ракета Илона Маска, самая мощная в мире, которая пока не летает, но, наверное, в ближайший год все-таки начнет летать. Я так скомкал конец, потому что ничего конкретного мы сейчас сказать не можем. Вот книжки, где мы с моим коллегой Сергеем Анатольевичем Лунзиным на русском, там, на немецком описали то, как рождаются звезды. Есть книжки, ну вот это моя книжка, она более математическая. Есть книга о рождении и эволюции галактик, которую написала ученый-секретарь ГАИШ Ольга Касьяновна-Сильченко. Вот это, пожалуй, на русском языке этим все и ограничивается. Больше никто так серьезно этим делом не... их можно читать. Вот адреса интернетные, по которым эти книжки... А можно и купить. Ну, лучше, конечно, купить, но можно и в сети найти. Ну, предыдущие издания. Всегда последние издания в сеть не попадают. Спасибо. Мораль такая. Работаем. В ближайшие, я думаю, 2-3 года результаты Джеймса Уэбба станут надежными. Дело в том, что у него разная аппаратура. Та, что легко фотографирует, она не дает достаточно надежный результат. Она по цвету только определяет галактики. А та, что трудно работает, спектр получает, надо долго смотреть на одну галактику, та надежная. И вот в конце нынешнего года от этой надежной спектроскопической аппаратуры Джеймса Уэбба пошли нормальные данные, и космология вздохнула, потому что, кажется, все на своих местах. Он не обрушил наши теоретические, но заставил немножко подкрутить их, конечно, но не обрушил наше представление. Спасибо. Так, какая у нас перспектива? Минут 10 у нас есть, да? Вот, спасибо. С микрофоном, да? Ну вот, руки. У меня, если можно, два вопросика. Один маленький, Давай, другой. давай. Значит, первый вопрос. Это сколько лет Солнцу в галактических годах, то есть сколько сделало Солнце оборотов вокруг нашей галактики? Примерно 4 оборота за миллиард лет. Умножаем на нашей галактике 10 миллиардов лет. Солнце им, то есть сколько успело само Солнце сделать.
Или сколько живет галактика в оборотах? Нет, сколько Солнца Солнце. вокруг, да. За миллиард лет 4 оборота. Солнце 4,5 миллиарда лет, значит, примерно около 20, ну, 18 оборотов. Там. Мгм. Ну, немало. И вот про темную материю. Есть ли галактики без вот темной материи, совсем без нее? Кажется, есть. Вернее так, есть галактики, в которых мы еще не обнаружили темную материю. Это не значит, И что как ее они нет. далеко от нас? Они никакого, есть даже близкие карликовые галактики, где вроде одни звезды только. Но мы в нашей-то не сразу эту темную материю обнаружили. Она же сама не проявляет себя. Можно только по движению звезд Мгм. понять, что что-то их притягивает помимо самих звезд. Может, мы недостаточно детально эти галактики. Есть такие. А есть наоборот. Есть галактики, которые на 95% состоят из темной материи. Там почти нет звезд. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по поводу вот этого темного пространства, которое Темная эра, да? темное, Вот это, да. да. Есть ли предположения сейчас, какие в итоге сфотографировали объекты, ну, скажем так, не опубликованные там в узких кругах Похоже, что это астрономов? небольшие галактики типа Большого Магелланового облака. Такие поменьше наши, раз в 20. Те, которые мы сегодня называем спутниками. А на самом деле это не спутники, это кирпичики, из которых складывались в более поздние эпохи крупные галактики. А поначалу были только небольшие. А тогда что предполагалось, что увидит телескоп? То есть черноту, ничего абсолютно? То есть на его экране не должно было быть вообще ничего? Предполагалось, что он увидит галактики с возрастом, ну если от Большого взрыва считать, не ранее там 400 миллионов лет. А он увидел вроде бы с возрастом 250-230 миллионов лет. Что он увидит вот самые далекие, а возраст их будет не очень, как сказать, не очень, откуда считать, от Большого взрыва считать, не очень большой. Вернее, от Большого взрыва он будет не очень молодой. Вот так. Не от нас, а от Большого взрыва. Не очень молодой. Что молодых он не увидит. А он вроде бы увидел. Но это предварительные данные. Это просто такой набросок был. Это не та аппаратура, которой можно доверять на 100%. Спасибо. Все? Нет? Есть вопрос. Я немножечко не понял про неоднородность Вселенной, как она получилась. Насколько я понял, благодаря темной материи, то, что она раньше вышла, чем вот это барионное вещество. Да. Но Она почему не же... упругая, она не упругая, она ни с чем не взаимодействует. Поэтому, если были маленькие неоднородности, в темной материи они раньше начали усиливаться, чем в обычном веществе, которое еще было упругим за счет радиации. Ну, то есть, все-таки почему темное вещество начало вообще притягиваться? Оно же вот, ну, разлетелось и все. И почему неоднородность в нем? Просто разлетелась. Вселенная расширяется. Да. Но она расширяется на грани второй космической скорости. Вот когда вы запускаете ракету и сообщаете ей не 11 километров в секунду, а 10,5, она упадет на Землю. А если 11,5, она улетит от Земли навсегда. Вселенная расширяется приблизительно со второй, то есть на грани возможного. Чуть меньше скорость, и начинается сжатие. Чуть больше начинается разрежение. Разреженные области мы тоже видим, это войды. Так что Вселенная вот очень правильно настроена. Это само по себе большая загадка. Могла бы расширяться, как из пушки, и тогда никаких, вообще ничего бы не было. Все бы разлетелось. А могла бы медленно расширяться, и тогда давно бы все это сжалось обратно. Она прямо вот тютелька в тютельку как надо. Запущена кем-то. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а может ли быть что-то находиться за пределами реликтового излучения? Или там полная пустота? Конечно. Реликтовое излучение родилось, когда нашему миру было 400 тысяч лет. А раньше была плазма все более и более плотная, потом была эпоха термоядерных реакций, до нее эпоха элементарных частиц. Нам бы оттуда что-нибудь получить, какие-нибудь сведения. Пока мы можем только электромагнитные волны, ну, радиоволны фиксировать, а они сквозь плазму не проходят.
они начали к нам двигаться только когда Вселенная остыла. И вот эта плазменная стена, она все наши радио, оптические телескопы делает непригодными для рассматривания эпох более молодых, чем 380 тысяч лет. Но есть же и другие носители, например, нейтрино, гравитационные волны, может быть, частицы темной материи, но их еще найти надо. Но нейтрино и гравитационные волны мы уже умеем фиксировать, а они сквозь плазму легко проходят. И мы могли бы, если бы у нас были хорошие нейтринные телескопы или гравитационно-волновые телескопы, заглянуть в первые доли секунды после рождения Вселенной. Но у нас нет таких телескопов, денег не хватает. Будут большие телескопы, мы туда заглянем. Спасибо. По-моему, должен быть размером с галактику для этого. Какой? Для гравитационных волн. Нет. Размером с Солнечную систему всего. Нет, При чем тут деньги? Я объясню. Мы можем создать гравитационно-волновой телескоп размером с Солнечную систему, если бы у нас было 10 миллиардов долларов на это дело. Потому что гравитационно-волновой телескоп – это два прибора, которые лучше 3, но можно и 2, которые точно умеют измерять расстояние друг с другом. Для этого достаточно 2, а лучше 3. Спутника запустить на расстоянии там, от Земли до Марса, вот так вот. И они будут. Такой проект есть, а денег накапливают. У него другие проблемы. Маск вам во все бочки затыкает. Нет, он делает свои. Маск один. Да. У меня еще вопрос. Кстати, Да, пожалуйста. по поводу Илона Маска. Почему только его корабль может А он доставить новый самый телескоп? грузоподъемный. И у него грузовой отсек самый толстый, Вместимый? широкий. А. 11 метров диаметр. Мы туда можем 10-метровое зеркало вообще засунуть. Огромная ракета, которую он в этом году дважды пытался запустить, оба раза не очень удачно, но полетит. Обязательно полетит, раз он делает ее. Это вот Starship, наверное, многие слышали. Такая вот труба огромная. Она уже почти летает. Третий полет, я думаю, будет успешным. И тогда можно будет большие телескопы запускать. А сейчас телескоп кем проектируется? НАСА? Как правило, такие проекты международные. Вот Джеймс Уэбб, хотя основные деньги американские, но технологии по всему миру были собраны. Там и Канада, и Западная Европа. В общем, все, кроме нас. Но такой проект в одиночку трудно потянуть. У НАСА тоже денег. Ну так кто же вам военный отдаст свои деньги? Ну, я думаю, все, да. Спасибо большое. С Новым годом! Наступайте. Спасибо. Еще раз поблагодарю нашего лектора и выражу надежду, что мы с ним еще не раз встретимся здесь. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить также и моих коллег, которые оказывают нам техническую поддержку. Это камера Никита Шамаргин. И через 2-3 недели примерно, да, Никита, когда мы сможем предоставить видеоверсию на нашем канале в Ютубе, до Нового года он ее смонтирует. Так что вы видите его работы. Уже там несколько таких работ есть. Звук Виталий Балдыч, он там у нас сидит в кабинке. Спасибо большое. И мой бессменный ассистент Людмила Кошман. И я автор проекта, научный директор планетария Фаина Рублева. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания.